Привет, друзья! Есть вот такой кубик Маги говяжий. Сейчас на основе этого кубика замешаю простую прикормку с обычным хлебом. И посмотрим с подводной камерой, какая рыба подойдет на такую прикормку. Вот так он прекрасно раскрошился. Здесь специя, соль, говяжий бульон, вытяжка. Будет очень интересно. Готово. Отправляем в водоем. Эта подводная съемка была записана еще в конце апреля. Водоем – это обычное бесплатное городское озеро. После того, как хлеб оказался на дне водоема, прошло примерно 10 минут и подошла хорошая стая рыбы. Концентрация рыбы довольно-таки приличная. И если в это место закинуть поплавочную удочку, то вполне можно в течение 20-30 минут поймать 2-3 десятка этой самой рыбы, которая подошла на такую простую прикормку. Этот говяжий кубик Маги довольно-таки жирный. Когда я замешивал с хлебом, обратил то, что довольно-таки приличная концентрация жира. И вот, видимо, она очень хорошо работает в уже более-менее прогретой воде, так как вода была уже примерно градусов 14. То есть и весной будет работать, и осенью, пока вода в водоеме еще держится на отметках примерно 12-15 градусов. Масляные запахи еще распространяются и привлекают рыбу. Почему собралась рыба? Все очень просто. Этот маленький бульонный кубик, он достаточно протеиновый и имеет некую аналогию с кошачьими кормами и так далее, которые в маленьком объеме содержат очень высокую концентрацию запахов, масел и различных добавок. И здесь это очень хорошо сработало на рыбу в качестве вот такого простейшего, можно сказать, аттрактанта. По-простому активатор клёва. Рыбаки, которые применяют такие бюджетные добавки, никогда не рассказывают об этом, а просто молча себе ходят на рыбалку, немного добавляют в прикормку, в насадку и всегда успешно ловят рыбу. Но теперь вы, посмотрев это подводное видео, знаете, что эта добавка вполне эффективна и может служить в качестве привлечения рыбы. И даже замешав просто обычный хлеб с таким бульонным кубиком, уже не нужна никакая прикормка. Рыба собралась, закинул удочку с червем-опарышем и успешно себе ловишь. Все очень бюджетно, все очень просто и очень эффективно. Был рад для вас снять это подводное видео. Впереди вас ждет также очень много подводных съемок, много экспериментов отснято за целый год. Очень много съемок. На все нужно время, чтобы смонтировать, выложить, опубликовать. Но, находясь на нашем канале Вячеслав Рыбак, вы все видео, эксперименты и не только, секретные рецепты для рыбалки, все всегда увидите. Но информация выходит постепенно. Она пополняется, дополняется. Также многие рецепты, которые я показываю без подводных съемок, про них также будут подводные съемки. Все увидите наглядно, все работает. Также увидите, что какие конкретно аттрактанты, активаторы клёва, либо готовые магазинные, не магазинные, что работает, что не работает, все всегда увидите на нашем канале. Все проверяю, все тестирую. Если что-то не работает, честно вам об этом рассказываю и показываю. Если что-то работает, также честно вам показываю и рассказываю. И для подтверждения слов всегда вам демонстрирую подводные съемки. Подводная съемка — это, пожалуй, самое честное, что может быть, а не какой-то там садок, набитой рыбой, так как в садок можно наложить рыбу откуда угодно, а подводную съемку тоже можно подделать, но я вам подводную съемку всегда показываю от и до. И если хотите, буду прям подводные съемки в полной мере выкладывать. Вот если она идет 2-3 часа, я ее выложу и от и до вы все посмотрите. Если есть какие-то сомнения, всегда
По любой вашей просьбе готов предоставить вам черновую информацию, черновые видео, чтобы вы сами убедились в том, что это видео именно про то, про что вы смотрите. У нас все честно, от души. За вашу поддержку, лайки, комментарии и подписку на канал. Всем всего доброго, хорошего, до скорых встреч на канале Вячеслав Рыбак.